Привет! Это мое первое видео, и я решила сразу, без всяких прелюдий, снять обзор на материал, который в последний раз рисовала примерно 15 лет назад. Да не простой какой-нибудь, а самый что ни на есть нашумевший. Думаю, эту китайскую гуашь многие видели, а кто-то даже пробовал, а кто-то даже уже с ней породнился. Обзоров на нее уже целый океан и на ютубе, и везде. Но если вы такой же человек, как я, который перед покупкой не успокоится, пока не пересмотрит все обзоры, то добро пожаловать, вот оно, еще одно ревью. Первое, что хочется отметить, абсолютно замечательный внешний вид, очень добротная тяжелая коробка, а сами краски, ну что тут говорить, просто посмотрите на них. Выглядят они роскошно и так вкусно, что хочется их на хлеб намазать и съесть, а порисовать чем-нибудь другим. Особенно вот этот сырно-соусный цвет. Набор цветов не классический, это меня в первую очередь и подкупило. Базовые оттенки есть, но в основном цвета необычные, замысловатые, какие-то немного пастельные даже. Тут нет 50 оттенков коричневого, что меня особенно порадовало, но это мой личный пунктик. Возможно, если бы дети в художках рисовали такой гуашью, а не грустные и невкусные, какую им обычно родители покупают или преподаватели советуют, то в мире было бы больше художников. Я внимательно изучила бумажку с пигментным составом красок и, кажется, разгадала секрет гармоничности цветовой палитры. Вот такой я гений. Здесь есть ряд пигментов, которые присутствуют сразу в нескольких цветах. Например, пигмент PO13, из которого состоит вот этот оранжево-красный. Есть также в оливковом и светло-оранжевом. Не знаю только, чем отличаются белила, кажется, ничем, потому что пигмент один и тот же. А вот названия разнятся, и даже в бумажечке с выкраской, якобы, которая шла в наборе, они немного отличаются, как бы один серый, другой белый. Но, кстати, очень здорово, что их в 2 раза больше, потому что белила у меня заканчиваются быстрее всего. Возможно, у вас тоже. На бумагу гуашь легла ровно и матово, прямо как нужно. Цвета очень укрывистые, и все это очень удивительно, учитывая, как недорого стоит набор. Я решила нарисовать простой стилизованный пейзаж, чтобы уж наверняка первый блин не был комом и чтобы просто вспомнить, как обращаться с этим материалом.
Не сразу удалось нащупать идеальную пропорцию краски с водой, которая для меня где-то между пастозным и полупрозрачным, но в итоге я справилась с этой задачей. Знаю, что некоторые рисоваки размешивают гуашь с водой до почти акварельного состояния, и это тоже абсолютно нормально. Нормально вообще все, что вы таковым решили считать. А сейчас будет рубрика «Непрошенный совет». Если есть возможность, лучше использовать вместо палитры из набора какую-нибудь другую, лучше всего светлую и не пластиковую. Потому что, во-первых, по пластику краска елозит как-то очень неприятно, скатывается и вообще всячески сопротивляется. Пластик вообще не лучший материал для палитры. Это я еще в детстве просекла и не понимала, почему продаются в основном пластиковые. А во-вторых, вы только посмотрите на этот красивый мятный цвет. На нем так неудобно смешивать оттенки. Я считаю, что нет лучше палитр, чем керамические, но если что, мнение автора может не совпадать со мнениями всех остальных людей.
картинка у меня вышла. Спасибо, что провели со мной эти 15 минут. Ставьте лайк, подписывайтесь и вот это вот все. А еще у меня есть Инстаграм, куда я регулярно заливаю свои рисунки. А ссылка где? В описании. До встречи в следующем видео. Пока!